Приветствую всех, дорогие друзья! Сегодня в ролике давайте посмотрим на дату презентации видеокарты RTX 3060, оценим самый быстрый SSD в мире и порассуждаем над новой волной майнинга после взлета криптовалюты биткоин. Обо всем этом и о многом другом я расскажу вам прямо сейчас. Но перед тем, как мы начнем, не забудьте зарегистрироваться в таверне, нажав на колокольчик и кнопку подписаться. И с вашего позволения я начну с нового SSD-накопителя Intel, который стал самым быстрым в мире. Накопитель получил название Optane SSD P5800X, а Intel с гордостью называет его самым быстрым в мире SSD для дата-центров. Устройство задействует микросхемы памяти 3D X-Point нового поколения и обеспечивает скорость чтения в 7,2 ГБ в секунду. А цикл жизни такого SSD составляет рекордное значение. Он рассчитан на 100 полных перезаписей каждый день в течение 5-летнего гарантийного срока. А Intel предлагает его в версиях объемом на 400 и 800 ГБ, и также на 1,6 терабайта и 3,2 терабайта. Тем временем, на самом брифинге Memory and Storage Moment представитель Intel заявил, что разница в стоимости владения SSD и HDD сотрется уже через 2 года. Это означает, что для хранения массивов данных быстрого доступа жесткие диски будут больше не нужны. Однако HDD по-прежнему будут опережать SSD по низкой стоимости хранения в пересчете на каждый гигабайт данных, но корпоративный рынок они уже перестанут интересовать. Хотя для Intel, чьи SSD не очень дешевые, это сенсационное заявление, но оно опирается на два прочных основания. Во-первых, Intel, как и другие производители флеш-памяти, планирует приступить к выпуску еще более плотной 3D NAND. А во-вторых, с 2025 года производство памяти компания передаст южнокорейской SK Hynix, и снижение цен на флеш-память станет чужой головной болью. Ну а нам с вами все это точно сыграет на руку и позволит приобрести за небольшие деньги SSD-накопитель. А если верить китайским информаторам, материнские платы на базе 3 новых чипсетов Intel будут анонсированы в рамках презентации CES 2021, которая состоится 11 января. Первыми материнскими платами, поддерживающими Rocket Lake S из коробки, должны стать решения на основе логики Z590, B560 и H510. Но источник не берется утверждать, состоится ли на CES 2021 релиз новых чипсетов, или все ограничится формальным анонсом. А самый главный продукт синих под названием Rocket Lake S станет доступен для покупки ориентировочно в конце февраля или в начале марта. А вот биткоин вчера наконец-то пробил свой максимум и поднялся выше $20 тысяч. На сегодня он уже стоит чуть больше 22 тысяч, и вроде как рост продолжается. Для кого-то это очень приятная новость, а кто-то в этом явно увидел дефицит видеокарт. Но пока что ситуация на это никак не намекает. В криптовалютном мире видеокартами не добывают биткоин. Они трудятся на альткоинах, которые пока что в цене сильно не выросли. Я думаю, что майнеры пойдут раскупать видеокарты тогда, когда начнут взлетать именно альткоины, и с какой-то средней видеокарты можно будет поиметь еще 2 таких в кратчайшие сроки. А пока что на эту тему беспокоиться не стоит. Но в голове у меня уже давно есть одна теория заговора про производителей видеокарт и криптолихорадку. Если вспомнить 2017 год, когда биткоин поднимался до 20 тысяч, то можно явно проглядеть выход нового поколения видеокарт. На тот момент это были Паскали и Полярисы, которые дали очень большой скачок производительности. Сейчас мы видим схожую картину с амперами, и криптовалюта вдруг начинает расти. Это чисто в теории намекает на новую волну майнинга в следующем году, когда производители будут продавать пачками видеокарты по конским ценам, а майнеры их будут окупать и брать новые. Но подтвердить мою теорию или опровергнуть можно будет только в следующем году. А вы напишите ваше мнение по поводу майнинга. Как думаете, есть ли связь между новыми картами и взлетом криптовалют? Тем временем компания Nvidia предлагает нам присоединиться и узнать о последних инновациях в области игр и графики. Уже 12 января в 8 часов вечера по Москве пройдет презентация зеленых в рамках CES 2021. На презентации нам должны показать мобильные видеокарты Ampere для ноутбуков и анонсировать десктопную RTX 3060. Как уже утверждали инсайдеры, она будет представлена в 2 исполнениях на 6 и 12 гигабайт. Но кроме RTX 3060 и мобильных видеокарт мы можем увидеть ту самую RTX 3080 Ti, которая должна будет выйти немного позже. Также в этот день состоится презентация AMD, где нам должны показать RX 6700. Ну а я, как всегда, буду следить за всеми новостями и рассказывать вам. А китайский производитель Colorful начал продажи RTX 3090 Neptune OC, которая уже всплывала в утечках. Видеокарта получила топовую систему питания по схеме 14+8+4 фазы и 3 разъема для дополнительного питания. Номинальный ТДП заявлен на отметке 370 Вт, а производитель рекомендует использовать блок питания на 750 Вт и выше.
А в красном лагере сейчас празднуют графическую победу. Один французский энтузиаст разогнал видеокарту RX 6900 XT до частоты 2770 МГц и поставил новый рекорд в бенчмарке 3D Mark Firestrike Extreme. Для разгона он использовал штатное воздушное охлаждение, а в качестве процессора выступал Ryzen 9 5950X на частоте 4650 МГц. В бенчмарке такая связка набрала 31 724 балла и стала на первое место среди всех систем с одиночной видеокартой. Также стало известно о тесте мобильного процессора Ryzen 7 5800H. Он засветился в Geekbench и работал на частоте 3200 МГц с бустом до 4440. Сам бенчмарк он закончил с весьма неплохими значениями и превзошел 4800H на 35% в однопоточной нагрузке и на 15% в многопоточной. Сам анонс такого процессора должен пройти на CES 2021, где должны показать и первые ноутбуки на его основе. А компания Silverstone анонсировала радиатор охлаждения TP03 ARGB, предназначенный для отвода тепла от твердотельных накопителей M2. Новинка выполнена из алюминиевого сплава и содержит в себе RGB-подсветку, а комплект поставки включает специальные термопластины, повышающие эффективность отвода тепла. Сам радиатор будет совместим с накопителями формата 2280 с размерами 22 на 80 мм. А управлять подсветкой можно будет через совместимую материнскую плату или при помощи контроллера. А вот израильские исследователи по безопасности хранения данных выявили еще одну скрытую угрозу для кражи данных из персональных компьютеров. Оказалось, что обычные модули оперативной памяти можно заставить излучать радиоволны в диапазоне 2,4 ГГц. Мощность такого излучения небольшая, но достаточная, чтобы воровать информацию с ПК на расстоянии нескольких метров, без какого-либо прямого или сетевого подключения к атакуемой системе. Прежде всего, такой метод взлома касается компьютеров, которые не имеют подключения к интернету и работают офлайн. Главная ценность такого метода с превращением модуля оперативной памяти в радиопередатчик Wi-Fi заключается в том, что для этого не нужно повышать привилегии пользователя. Вредоносное программное обеспечение может запускаться без повышения привилегий даже внутри виртуальной машины. Данный метод позволяет реализовать атаку не только на современные модули памяти с большими частотами, но даже на старую память со значительно низкими. В идеальном случае скорость передачи данных с модуля может достигать 100 байт в секунду. Это очень мало, но иногда достаточно, чтобы злоумышленник завладел информацией. Конкретной инструкции, как все это делается, найти, конечно же, невозможно, так как это довольно опасная информация. Но наличие такой уязвимости в памяти еще раз подтверждает, что взломать можно все, и даже офлайн-систему. Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!